Здравствуйте. Сначала пару партий точнее сказать, пару позиций для разминки. Авторство сложно сказать чье, но почерк Валерия Ивановича Связинского, возможно, он и автор. То есть я нашел у себя в тетрадях. По почерку там я чуть его узнаю, в принципе. И давайте тогда не буду заострять много внимания на этом вопросе. Ход белых, как бы вы походили, делаю маленькую паузу, нажмите на паузу сами. Вот такая вот симпатичная идея. Естественно, остается один ход, и вот тактика. Простенькая, но симпатичная очень идея. Далее, вот следующая позиция, ход белых. АБ6. Естественно, на размен ФЕ3 сразу выиграем. Надо ЕФ4. БЦ7. Одна жертва. Вторая. И ЦД8. ФЕ3 только остается вот этот ход ФЕ3 и АЖ3. Бой-бой на Е1. Ну и следующая позиция очень интересная. Кажется, что она очень простая, если кто знает. Ну, ставил я эту позицию в тренировочном процессе, и тут были проблемы с решением. Я честно скажу. Ход белых, естественно. Опять пауза и АБ6. АБ6 и вот выигрыш. Простенький выигрыш. Очень симпатичная, конечно, позиция. Далее. Ради чего, собственно говоря, делал я вот это вот видео. К нам недавно заходил Вячеслав Костевич. Если кто-то помнит, он занимался с нами в Дюшор 11. Тогда начинал он заниматься еще на лодочной у Вадима Эдуардовича Булата. Кто помнит, вот кто смотрит видео, лодочную еще турнире, на лодочной, я даже помню, на лодочный турнир ехали на трамвае, потом шли пешком. То есть нас туда, мы там были временно, покуда нам подыскивали здание. Потом нас вот перевели в здание, которое сейчас на улице Раковской. Но я уже неоднократно говорил в своем видео. Кстати, по-другому, вот не могу даже вспомнить, уже старость не радость, как называлась по-другому улица, потом переименовали в Раковскую. Ну и вот сейчас мы уже там в этом здании и занимаемся, собственно говоря, уже. Ну, я уже не знаю, с какого года, не помню даже с какого года, но с конца где-то вот, наверное, с конца 80-х годов мы там уже занимаемся. На Раковской. Ну вот, он потом занимался у Михаила Александровича Каца. Он очень многих помнит, тех, кто занимался. В частности, вот и Андрея Моисеева, ну и Пашу Ильина, конечно, помнит. И вот интересный момент произошел, то есть я его вот помнил в лицо, но пришел Андрей Валюк, и Андрей Валюк вспомнил партию, вспомнил, точнее сказать, идею. Это был 86-й год, как он выиграл у Вячеслава в Гомеле. Вячеслав играл белыми. Но вот что хорошо, что у Вячеслава осталось много партий. И я вот 3 партии у него то есть выписал, ввел в базу Авроры. И мы их посмотрим. Он, к сожалению, вот ввел, наверное, очень нехорошо поступил. 2 партии ввел, которые он проиграл. И одну выиграл. Но вот это люди сейчас, которые остались в шашках, то есть первая партия с Андреем Валюком, вторая со мной и третья с Кириллом Хайнюком партия будет. Давайте посмотрим. Вячеслав белыми, Андрей Валюк черными. Ну вот такая вот позиция. Партия, точнее сказать.
Вот так интересно начинали. Я, честно говоря, с удивлением вот посмотрел на эту партию, потому что чуть-чуть я так, конечно, не играл. То есть, вот в детские годы, это 86-й год, я напомню. 86-й год, на 5 Андрей побил. Ну, здесь вот Вячеслав пошел cd4, сразу попал под связки. Идея, наверное, сейчас покажу, какая у него была. Хотя, ну, может, надо было у него, кстати, спросить. Он много вот, кстати, помнил. И помнит из того, что раньше было. К сожалению, вот, я не помню того, что помнит Вячеслав. Очень много моментов и интересных. Так что давайте смотреть то, что я анализировал сейчас. Ну, конечно, наверное, надо было все-таки cb4 пойти на b4, а b6 и вот играть, ну, не знаю, bc5, либо все-таки вот эти вот варианты играть. Не знаю, я бы сейчас, наверное, вот эти варианты играл, конечно. Ну, либо bc5. Но bc5, конечно, позиция вот мне не нравится, потому что здесь все-таки, если hg5, hg3, чуть-чуть как-то зависает позиция. Ну, в принципе, нормально можно было играть. Либо b3, либо bc3. Вся позиция игровая, нормальная позиция абсолютно. То есть, а вот cd4 было, Андрей подхватил чуть-чуть. И вот здесь, конечно, интересный ход hg3. То есть, на h4 нельзя. И из-за вот этого de5. А в принципе, грозят GH4 ходить. Ну вот, Андрей пошел на C5, нашел интересное продолжение. DC3. Ну, можно было GF4, ну вот смотрите. То есть, в принципе, видите, связка идет, и надо как-то меняться на фланге. CD6. Вот Андрей помнил эту позицию. Самое интересное, что помнил эту позицию. BA7. Но вот здесь вот я считаю, что ошибка решающая была у Вячеслава. DE5. Так, надо было ходить FG3. Ну и давайте вот посмотрим интересные варианты. Может, я что-то не вижу. Жду вашу аналитику. BC5 на C5. CD2. И вот здесь вот, допустим, если ED6 ходить, вот здесь вот интересный момент есть. Именно DE3 проигрывает ход. Потому что DC5 и ходов не видно здесь. То есть CD2, AB2 проигрывает из-за вот этого хода. Естественно, здесь. Так, куда здесь? Сюда не пойдешь, но это просто все. Достаточно. Вот этот вот вариант. Дальше. Здесь вот интересно ход CD4. И если меняться вот здесь вот, то получается DE3. То есть на C3 ходить нельзя. Из-за вот этой вот идеи. А BA3, наверное, даже можно сразу и комбинацию вот эту провести. Ну, вот эту вот комбинацию можно провести. Так, давайте что тут еще. Ну, ничего больше не видно. То есть, вот эта вот идея. А вот DE5 Андрей четко здесь реализовал достаточно. BC3, ну, по-другому не видно, потому что если куда-то выходить, заберут шашку. BC3, GF6, и вот уже зависает шашка А1. И здесь тоже вот эти вот идеи. Здесь, конечно, не надо спешить с этой комбинацией ни в коем случае. Потому что комбинация ни к чему не ведет. Вот такой вот ход, и ничего нету. Абсолютно. Просто ходим ED6. Нападать, естественно, нельзя. Потому что получается вот этот вот ход. А на FG3 просто FE5 пошел. И тоже ED4. И сейчас просто DC5, шашка подвисла. B2 подвисла эта шашка. GF4, ну понятно, что выиграл.
Вот это вот такая партия интересная. Ну, не обидится на меня Вячеслав, потому что вот взял, что две его проигранных партии. Ну, я специально взял. Почему? Потому что именно партии с теми людьми, которые сейчас остались в шашках и играют. Большое ему, кстати, спасибо за то, что, во-первых, к нам пришел, во-вторых, что эти партии сохранились. Так, вот, белыми играл Кирилл Хайнюк, сейчас старший тренер нашей сборной. Был такой, перед этим было первенство республики 86 года, а вот здесь турнир сильнейших был, то есть отбор куда-то был, насколько я понял. И вот Вячеслав помнит еще, что даже он как-то был не завершен. Он, кстати, занимал, по-моему, даже первое место там. Он мне говорил, занимал первое место. Ну вот что-то куда-то там не поехали и не завершили. Так, вот Вячеслав черными играл, Кирилл играл белыми. Е3. И вот Вячеслав пошел Б5. Отказанная обратная городская партия. То есть мы играли, я помню, тут много партий. Кирилл Хайнюк занимался у моего тренера Александра Александровича Нечаева. То есть много партий мы вот БЦ5 играли. Но, видно, Вячеслав знал этот момент и пошел Б5. Ну, вот Е4, ну, конечно, вот не совсем. Вот сейчас вот, с моей точки зрения, не совсем понятно, почему на Б6 отдал, потому что все-таки развивается вот эта вот отсталая шашка. То есть, конечно, на d6 ход более интересный, я считаю. Остается отсталая шашка, вот эта А7. Ну вот СБ6, ФЕ5. Ну вот такая вот позиция интересная. Видите, зависла полностью шашка. Зависла А1, А1, Б2 лишняя шашка в данном случае. Вот, конечно, очень сложно развить вот эту шашку. И вот здесь вот, я думаю, что, наверное, решающая ошибка. Хотя сейчас, может, компьютер что-то другое покажет. Но здесь надо было использовать принцип, который я всегда говорил. Если позиция плохая, нужно сделать ход. Но это не всегда проходит. Ход достаточно плохой. Еще один достаточно плохой ход и запутать соперника. Ну вот Е4, я считаю, нужно было пробовать. И здесь как-то все-таки больше шансов выбраться на ничью или уравнять позицию. Я не знаю, как правильно сформулировать. Вот видите, корона стоит. Ну и как-то там, если ходить сюда или сюда, разменов больше. То есть более разменная позиция. Вот видите, надо ухудшить позицию. Встретился мой принцип. Я в 100 клетках так часто очень говорю. Надо ухудшить позицию. Но это, то есть не надо досконально и всерьез воспринимать. Иногда не нужно воспринимать всерьез, но нужно ухудшить. А вот же F4, FG5 было. FG3, ну и вот так он впоследствии проиграл. Видите, совсем плохая позиция. То есть не развиты шашки ни с этого фланга. Ну вот так вот Вячеслав Костевич черными выиграл у Кирилла Хайнюка. Ну, я, естественно, не увидев свою партию, не показать. Хотя вот я партию, в отличие от Андрея Валюка, вообще не помню, когда мы что играли. Давайте посмотрим. Ну, молодец, конечно, Вячеслав Костевич. То есть сохранил партии. Вот у него все аккуратненько записано. Такая шашечная тетрадка. Тетрадки раньше как вот. Ну, сейчас есть, конечно, они тоже, естественно. Больше шахматисты, наверное, даже выпускают. То есть тетрадка как бланки. И вот у него аккуратненько все достаточно записано было. Б5 он пошел. Сейчас, конечно, есть и такие ходы частенько вот употребляем в партии. БЦ5 поставил я кола. Ну, вот здесь, конечно, ход не совсем понятный. СД6. Почему он не ходил HG7? Это очень сложный момент. У меня есть шутка здесь по поводу этой позиции. Но тогда бы это, конечно, не прошел этот вариант со мной.
Ну, сейчас не исключено, в блиц прошел бы этот вариант. Я, конечно, мог провести вот такую комбинацию в русские шашки, в шашку 64. Надеюсь, что побьют сюда, на большинство, естественно. Но у меня бывает это часто в игре, это как юмор. То есть я воспринимаю уже как юмор, ну, естественно, побили бы сюда, вот такой вариант. Кстати, да, если бы еще где-то стоклетки, так, давайте я вам момент один покажу, сейчас надо как-то, ну да, не проходит, ну давайте, ладно, видите, не поставлю я позицию, допустим, побили сюда, условно говоря, понятно, что комбинация, ну вот, пошли сюда, если это были бы стоклетки, да, бразильская версия, она не проходит комбинация, сразу говорю, ну вот, комбинация есть такая. Естественно, она не проходит. Это я уже о своем, то есть о стоклеточном, конечно. Вошел в стоклетки. CD6, конечно, непонятный чуть-чуть ход, если по H7. H7, непонятно, чем бы тут партия закончилась. Не знаю, может CD4, как бы я раньше тогда играл. Вот я даже, не могу сказать, как бы раньше играл. Может, и в G3 бы я играл. Честно говоря, наверное, скорее всего, я бы в G3 играл. Когда я был маленький, я думаю, что так бы было. Ну вот, наверное, сюда и, наверное, вот этот вот вариант. На G3, либо на E3 даже, может, бил бы. 86-й год я бы, наверное, на E3 все-таки бил. Но это сложно сказать, как бы я играл здесь. CD6. BC7, ну вот ослаблен, конечно, фланг за черных. CB4 пошел, HG7. Но вот здесь вот, наверное, наиболее логично вот этот ход был. Если с точки зрения здесь уравнения, надо было искать уравнение и где-то здесь поменяться. И я думаю, что все нормально было бы, в принципе. Вот HG7, CB2, GF6 и BA3. Ну вот опять, сейчас бы я уже пошел BC3, естественно. Вот если где-то в блиц играть, BC3 100% что пошел бы. То есть на CD4 вот этот момент, то есть нападать нельзя. Из-за этого. Так, а вот DC7 и, наверное, пошел бы все-таки не B5, а FG3 пошел бы. То есть бить назад. И вот здесь вот интересная идея есть, но она не совсем проходит, конечно. Но я вам покажу ее. D5. И вот здесь вот нельзя нападать B5. В этой позиции. Давайте я паузу сделаю. GF2. Вот такая вот идея интересная. То есть здесь BA3 пошел, не знаю, вот цель хода BA3 у меня была, в принципе. На что я надеялся. Может быть, вот на этот ход, у меня мысль такая была, я думаю. Куда-то сюда, и вот, что делать на этот ход. FE5. То есть перебиваться. Ну, наверное, я думаю, что вот эта вот мысль была. Почему я BA3, то есть вот нестандартно. Я даже удивился, видите, моя или не моя партия. Я как посмотрел, то есть, по чуть-чуть по стилю, наверное, я так не играл. Когда маленький особенно был, то есть 186 год, не играл так чуть-чуть. Но вот почему-то я сделал этот ход, значит, на что-то, наверное, ловил. Так, дальше. Ну, вот, наверное, так. GH4. Ну, здесь я уже выиграл. FG5. FE3. Вот ED6 было в партии. ED2. То есть, я перевожу вот шашку тут правильно на фланг. Здесь игры нету, я шашку на фланг перевожу. Ну, вот такой выигрыш. Наверное, тут я уже досчитал, я так чувствую. Вот таким образом я выиграл. Ну, что я хочу сказать. Мы очень рады, что Вячеслав Костевич посетил нас. Кстати, я сейчас играл пару партий. Не с моими воспитанниками, но вот с воспитанниками другого тренера сыграл. Очень был рад. Может, он будет даже участвовать в наших турнирах.
И если кто вспомнит, кто смотрит мое видео, то есть отписывайтесь, скажите, помните ли вы вот этот именно годы, когда мы занимались на Раковской, на Лодочной, вот много очень, я помню, много людей, помню, которые занимались еще, начинали на Лодочной, потом мы на Раковской вот играли. Многих очень Вячеслав Костевич помнит. Ну и вот с большим удовольствием мы с ним пообщались. Итак, до новых встреч.